Всем привет! Вы на канале Даша Техника. Это видео я хочу посвятить настоящим монструозным советским тягачам. И не только. В этом видео вы увидите те машины, которые вы вряд ли видели где-то на дорогах, но они активно трудились в армии и в труднопроходимых районах Советского Союза. Итак, поехали. Видео про советские военные монстры я хочу начать с очень редкого экспоната. Это ЯАЗ-210Д. Его по праву можно назвать самым первым тяжелым тягачом, созданным в СССР. Конечно, нельзя не обратить внимание на то, что грузовики серии 210 очень похожи на американские грузовики тех лет. Также во многих источниках утверждается, что при проектировании ЯАЗ-210 за прототип был принят поставлявшийся по ленд-лизу танковый транспортер Diamond Т-980, от которого якобы были заимствованы рама, трансмиссия и ходовая часть. Известен только один экземпляр автомобиля, сохранившийся до наших дней. Это аэродромный топливозаправщик с полуприцепом, цистерной емкостью в 16 тонн горючего, на базе двухосного полуприцепа МАЗ-5204, сидельным тягачом ЯАЗ-210Д. Машина являлась экспонатом Музея службы горючего на территории бывшей центральной базы горючего Министерства обороны в Наро-Фоминске. Машина хранилась под открытым небом в неотреставрированном виде. Отсутствовала светотехника и эмблема, а также были спущены шины. А в настоящее время экземпляр ЯАЗ-210Д частично отреставрирован и в составе с полуприцепом ЧМЗ-АП 5204М топливозаправщика является экспонатом открытой музейной площадки парка Патриот в районе города Кубинка Московской области. Тюменский Илон Маск, известный по тюменским наушникам CG Pods, снова создал нечто потрясающее. Тюменские умные часы от компании Case Guru CG Watch. Первые в России бюджетные умные часы топового уровня. И стоят CG Watch 6 тысяч рублей, а по функциям не уступают Яблочку и Samsung за 25 тысяч. У часов Case Guru экономичные экраны Samsung и Sharp. И японские батарейки Panasonic. Работают тюменские часы на одном заряде до 10 дней, вдвое дольше, чем китайские аналоги за ту же цену. Аналоги нельзя использовать как гарнитуру, а часы Case Guru можно. А еще это первые в России смарт-часы за 6 тысяч рублей с экстремальной защитой. Корпус выполнен из суперпрочного авиационного алюминия, а не из пластика, как обычно это бывает у бюджетных часов. Ремни из гипоаллергенового медицинского силикона не раздражают кожу, а у аналогов браслеты из дешевой резины, оставляющие на коже красные следы. На солнце тюменские часы не слепнут, а на морозе не разряжаются и не тупят. Ну и всякие еще полезные опции. И это все за 6 тысяч рублей. Да, у Xiaomi и Huawei есть что-то похожее, но это уже за 10 тысяч, а не за 6. А у Case Guru нет переплаты за бренд и сетевых накруток, и часы продаются напрямую потребителю. Заказать прямо сейчас смарт-часы Case Guru можно по ссылочке в описании или же по QR-коду на экране, промокод Техник23 на скидку в 200 рублей. А прямо сейчас на экране войсковой одноковшовый экскаватор ЭУВ-4421, и он предназначен для отрывки котлованов и траншей при выполнении земляных работ по фортификационному оборудованию позиций, районов сосредоточения войск и командных пунктов. Экскаватор не универсальный. Ковш обратного типа на ковш прямого типа не переоборудуется, и вследствие чего набор грунта в ковш производится только при движении его сверху вниз. Обычная привычка армии экономить на численности экипажа инженерных машин привела к тому, что по штату машины управляет только один человек – водитель-экскаваторщик. Рукоять экскаватора оборудована крюком, что позволяет использовать машину как и автокран грузоподъемностью в 3 тонны. Гидравлический привод оборудования обеспечивает экскаваторщику возможность очень точно управлять ковшом, закруглять в ковш в грунт принудительно, что очень важно при разработке мерзлых грунтов, окапывании и удалении крупных камней и тому подобного. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. А это котлованная машина МДК-2, и она представляет собой землеройную машину на базе тяжелого артиллерийского тягача АТТ. Он выпускался с 1950 года по 1979 Харьковским машиностроительным заводом имени Малышева. Эта машина предназначена для отрывки котлованов размером 3,5 на 3,5 метра любой длины в различных грунтах до 4 категории включительно. Имеющееся на машине бульдозерное оборудование позволяет производить планирование площадки перед отрывкой котлована, очистку и выравнивание дна котлована, а также засыпку ям, рвов, траншей и котлованов. При отрывке котлованов разрабатываемый грунт укладывается в одну сторону, вправо от котлована в виде бруствера на расстоянии 10 метров, и за один проход углубление составляет до 40 сантиметров.
А перед вами автомобиль войск РХБС ТМС-65. Сведения о тепловой машине специальной, разработанные в 1966 году, довольно скудны, возможно из-за того, что это техника химзащиты, и она мало интересует публику по сравнению с танками или же самолетами. В базе лежит утилитарный армейский грузовик Урал-375Д. На нем закреплена поворотная платформа с гидроприводом и турбореактивным двигателем ВК-1. Предполагается, что этот двигатель можно направить на любую технику или строение и выдуть сильным потоком воздуха любую химическую заразу. А это аэродромный автотопливозаправщик АТЗ-90-86-85. Чтобы преодолеть несколько тысяч километров и доставить полезную нагрузку в район сброса, дальний бомбардировщик должен иметь топливные баки огромной емкости. Так самолеты семейства Ту-95 берут на борт до 80 тонн горючего, а емкость топливной системы сверхзвукового Ту-160 превышает 170 тысяч литров. Для подготовки таких самолетов к вылету требуются особые машины-топливозаправщики, которые способны за один рейс доставить к технике максимальное количество керосина. В подготовке таких самолетов к вылету требуются особые машины-топливозаправщики, способные за один рейс доставить к технике максимальное количество керосина. Оригинальный вариант решения подобных задач был предложен в отечественном проекте АТЗ-9. Литеры АТЗ указывали на класс техники «автотопливозаправщик». Первые две цифры отражали максимальную емкость цистерны в кубических метрах, а четырехзначное число указывало на модель основного компонента комплекса. Буквы «С» отмечали сочлененную компоновку заправщика, но по другим данным она обозначала наличие сидельно-сцепного устройства на одном из полуприцепов. Для упрощения массового производства и эксплуатации в основе проекта АТЗ-90-86-85С лежали серийные образцы техники. Так, подвижность всего комплекса в сборе должен был обеспечивать сидельный тягач типа МАЗ-74-103. К нему предлагалось присоединить пару полуприцепов модели ЧМЗ-АП-86-85 с цистернами большой емкости и набором дополнительного оснащения для работы с топливом. Фактически новый аэродромный топливозаправщик должен был представлять собой существующую машину типа АТЗ-60-86-85С, дополненную вторым полуприцепом с цистерной. Тягач МАЗ-74-103 представлял собой вариант дальнейшего развития машины МАЗ-543 или же МАЗ-7310, отличавшийся повышенными характеристиками. Это была восьмиколесная полноприводная машина с характерной двухкабинной компоновкой и центральным расположением силовой установки. Тягач оснащался дизельным двигателем мощностью в 650 лошадиных сил и гидромеханической трансмиссией, обеспечивающей 4 скорости переднего хода и 2 заднего. Ходовая часть была усилена в соответствии с увеличением допустимых нагрузок. Нагрузка на сидельно-сцепное устройство была доведена до 27 тонн. Грузоподъемность автопоезда на базе МАЗ-74-103 определялась в 57 тонн. Эксплуатационная емкость пары цистерн заправщика составила 90 тысяч литров, а раздаточная система, работая с одним рукавом, могла выдавать потребителю до 2500 литров топлива в минуту. При этом топливо не получало статический заряд и практически полностью очищалось от воды. В полной комплектации и рабочем состоянии аэродромный топливозаправщик АТЗ-90-86-85С отличался уникальными большими размерами и массой. Подобные недостатки, тем не менее, полностью компенсировались количеством перевозимого топлива и прочими рабочими характеристиками. Возможность одновременно перевозить 90 кубометров керосина с последующей передачей тяжелому самолету выгодно отличала новую машину от существующих аналогов, комплектовавшихся только одной цистерной. А это быстроходная траншейная машина БТМ, и она предназначена для отрывки траншеи и ходов сообщения в грунтах. Машина разработана на базе изделия 409У или по-другому тяжелого артиллерийского тягача АТТ, спроектированного Харьковским машиностроительным заводом имени Малышева под руководством известного советского танкостроителя Морозова. Выпуск траншейных машин БТМ начат с 1957 года на Дмитровском экскаваторном заводе. А сейчас перед вами путеукладчик БАТ-М образца 1953 года. Эта машина создана на базе артиллерийского тягача, и она предназначается для прокладки колонных путей. Это не бульдозер, с чем его часто путают. У них разное назначение, а главная задача машины – это быстрая прокладка пути от различных препятствий. Это может быть снег, обломки зданий, мелкий кустарник или мелколесье, ну и другой мусор.
И для этих целей машина оборудована огромным бульдозерным отвалом, имеющим 3 рабочих положения. В бульдозерном положении рабочая ширина 5 метров, а в двухотвальном 4,5 метра, а в грейдерном 4 метра. Кабина машины герметична и оборудована системой фильтрации, что позволяет ей работать в условиях химического или радиационного заражения. А в 70-х годах в войсках его заменил новый путеукладчик БАТ-2, но и сейчас БАТ-М используется в МЧС и также в других структурах. А на вторичном рынке его можно купить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а новые с хранения Госрезерва за 2 миллиона 300 тысяч рублей. А это Skraiper МОАЗ. Универсальность тягача заключалась в том, что эту машину можно было эксплуатировать для буксировки различных платформ. Самоходный Skraiper значительно упрощал земляные работы при строительстве новых дорог. Его универсальность заключалась в том, что одновременно модель могла выполнять и бульдозерные работы, а также как погрузчик и как техника для вывоза сыпучих грузов. Skraiper использовали для укладки гравийно-песочной смеси при строительстве плотин и водохранилищ, где требовалась быстрота выполнения работ для расчистки площадок и подготовки земельного полотна под укладку дорожного покрытия. Изначально заказ на изготовление тягачей поступил от Министерства обороны для эксплуатации в качестве ракетовозов и аэродромной техники, но большей частью модель серийно выпускали как Skraiper, который использовали для строительства дорог по всей стране. Skraiper был экономически выгоден в условиях эксплуатации, когда перемещение и выгрузка груза выполнялось на расстоянии не более чем 5 километров. Специальным ножом Skraiper во время движения снимал часть грунта, перемещая его непосредственно в поддон полуприцепа и, не останавливаясь, перевозил груз на новое место разгрузки. И вот такой обзор суровой советской армейской техники у меня получился. А если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.